Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как приготовить простейший домашний сыр за 10 минут. В этом рецепте всего 3 ингредиента. Его легко приготовить с вечера, и к утру у вас будет очень вкусный завтрак. В этом сыре белки преобладают над жирами, в отличие от магазинных вариантов. Так что в одном кусочке почти 10 грамм белка. Нам понадобится пакет молока, то есть 900 мл. Молоко должно быть натуральное. У меня молоко жирностью 2,5%, но можно взять любое. При изменении жирности изменится калорийность и вес готового продукта. Молоко отправляем на плиту и нагреваем, не доводя до кипения. Также нам понадобится 300 грамм йогурта жирностью 2,5% и 3 яйца. Эти ингредиенты просто смешиваем венчиком до однородности. И, помешивая, переливаем их в горячее молоко. Продолжаем уваривать эту массу на среднем огне. В начале варки можно еще помешивать, чтобы все ингредиенты до конца объединились. А потом просто ждем, пока смесь закипит. Постепенно смесь разделяется на густую часть и сыворотку. Сыворотка активно кипит. Важно, чтобы прокипятилась вся масса полностью, чтобы не осталось сырых участков. Все готово, снимаем с огня. Благодаря тому, что в процессе кипения мы не помешивали массу, сыр сформировался единым сгустком. Чтобы слить лишнюю сыворотку, берем глубокую емкость, например, кастрюлю, сито и несколько слоев марли, либо тканевых салфеток. И выкладываем на них сыр. Сыворотка стекает в кастрюлю. Ее можно использовать, например, для выпечки блинов. Накрываем сверху марлей. Хорошо прижимаем. И можно положить сверху груз, чтобы сыр хорошо утрамбовался. Я использую тарелку и гантелью. Можно также воспользоваться специальной емкостью для приготовления головок сыра или, как в моем случае, стаканом для просеивания муки. Внизу такого стакана сито, через которое будет стекать сыворотка. Прямо в мешочке из марли перекладываем сыр в стакан. И также, чтобы сыр был хорошо утрамбован, нужно положить его под пресс. Я выстилаю его поверхность пищевой пленкой и ставлю сверху 5-килограммовую гантелью. Под таким прессом сыворотка стекает очень быстро. Буквально за час все стекло, и сыр уже готов к употреблению. Но все же, чтобы он был максимально плотный и не рыхлый, я отправляю его в холодильник на ночь. На утро я достаю сыр, снимаю гантель и пищевую пленку. Вынимаю сыр в тканевом мешочке из стакана. Распаковываю. И сыр готов. Он уже очень плотный и хорошо держит форму. Внутри сыр получился довольно твердый и немного рассыпчатый по краям. Больше всего похож по консистенции на твердый адыгейский сыр. И по вкусу, кстати, тоже очень похож. Нежный сливочный вкус. Кислинка очень слабая. И при желании можно в самом начале приготовления добавить в йогурт соль или любые ваши любимые специи. Получаются разные и тоже очень вкусные варианты. Этот сыр очень хорош на завтрак вместе с цельнозерновым хлебом или без всего. Он содержит много белка, например, в одном таком кусочке почти 10 грамм белка. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Хорошего вам дня!